Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас обманывает? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, в вашей жизни было столько вранья. Не знаю, может быть, даже кто-то из вас и не в курсе, но вот окружение как-то настолько вами манипулировало, да, настолько вот как-то использовали в своих целях. Особенно мне показывают, что это любимая женщина, плюс у кого-то проиграется, что кто-то даже из ваших, может быть, друзей, у кого-то коллеги могут проиграться. То есть, знаете, вот я склоняюсь к тому, что большинство из вас, конечно, в курсе. Вы знаете, вот среди вас однозначно есть те, кто как будто вот наблюдали со стороны, да, за чужими манипуляциями. То есть это такая игра в поддавки была. То есть вы видели, да, что кто-то хочет вас использовать, но вы, вот знаете, как будто играли с этими людьми, а потом отшивали их. Вы не любите, когда вас используют, вы не любите, когда от вас хотят, ну, только какую-то выгоду получить, да, хотя, в общем-то, вы можете помочь. Вы человек, который может помочь и советом, и делом, да, и финансами, да, кто-то из вас может помочь. Конечно же, это будет разная сумма, потому что, ну, не все из вас миллионеры, правда, ребят? Но я вам скажу, что вы такой сторонник честности, вы сторонник постоянства. Это уже у нас, опять же, не один раз проигрывалось в раскладах, да. Вы сами поможете. Главное вас не использовать, главное не манипулировать. Правда ведь, ребят? Вот вы протянете всегда руку помощи, вы всегда чем можете, поможете. Но если вы видите, что человек начинает какие-то сети плести, да, интриги какие-то, лицемерие, как-то хочет вас поиметь, грубо говоря, вот с такими людьми вы точно прощаетесь. Я вам скажу, что однозначно кто-то из вас разошелся вот именно по суду, да, потому что кто-то в гражданском браке был, кто-то в официальном, но вот многие разошлись именно по суду. Причем, я вам скажу, вы еще даже кто-то, ну, такой, знаете, как же вам это объяснить? Ну, был такой период, когда вы еще сомневались. Вы видели, что уже все, отношения рушатся. Ну, пытались как-то то ли спасти отношения, то ли на какие-то вещи закрывать глаза. Хотя, в общем-то, внутри, в душе вы понимали, что отношения обречены, да? Напишите, ребят, у кого проигрывается, вот когда вы были еще в отношениях, да, со своей прежней женщиной, вы понимали, что уже все, что нашла коса на камень, и отношения обречены. Вот напишите, давайте маленький опрос сделаем. Сейчас я вам скажу, что у кого-то из вас уже появилась даже новая женщина, новая любовь. Это самые такие первые, может быть, нотки, да, вот новых отношений. Хотя вы какой-то период однозначно были один после развода, вы были один, потому что вам было плохо, хреново даже. Вот хреново, вот как раз это будет, наверное, более правдоподобно. Вы во всех женщинах видели, может быть, кто-то и сейчас еще видит, корыстных дамочек, да, вот вы, наученный горьким опытом, вы очень опасались этого повторения, да, на те же грабли. Поэтому паузу вы брали в личной жизни, и сейчас вот те из вас, кто начинает оттаивать немножко, да, конечно же, вы ищете только серьезные отношения, вы начинаете только серьезные отношения. Но, мои хорошие, не у всех у вас удается, не всем удается построить серьезные отношения. Есть среди вас и холостяки, есть те, которые очень сильно переживают, да, почему вот я не могу ни с кем, ну, то ли познакомиться, то ли начать новые отношения. Вот есть точно такие же среди вас, да. Напишите, ребят, у кого не получается завести новые отношения. Завести мне как-то не очень нравится, обычно собачку заводят, да.
Но вот как-то вы переживаете, уж очень сильно переживаете, потому что для вас одиночество невыносимо. Вот во всех смыслах жизни, да, вот для вас женщина это как какой-то якорь, я не знаю, это смысл жизни, именно любимая женщина. А когда вы теряете смысл, да, вот когда вы, допустим, сейчас еще кто-то не нашел женщину, да, ну, здесь печалька. Здесь вы начинаете реально переживать, вот почему, да, я вот такой, довольно неплохой, да, и внешне, и по финансам. Ну, вот как-то одни охотницы за деньгами, одни какие-то несерьезные окружают, да. Поэтому есть... Вот вы как будто на два лагеря поделились, да? Те, кто начинает отношения, и те, кому, ну, не везет, скажем так, да? Ну, те, кому очень-очень плохо, я даже не беру во внимание, потому что, ну, там, понятное дело, не до женщин. Итак, давайте-ка будем смотреть, кто же вас обманывает. Я буду разные варианты рассказывать, потому что это общий расклад. Смотрите, у нас сразу же вышла женщина. Это женщина из прошлого. Женщина, которую вы хотели бы даже не видеть, не слышать, и вообще пусть она пойдет лесом. Скорее всего, это проиграется бывшая дама, которая может под какими-то предлогами, да, вот начинать с вами то ли завязывать общение, может быть, уже вы с кем, ну, кто-то общаетесь с бывшей, да, причем она может настолько вот вами манипулировать, она может включить, ну, такую великую актрису, вплоть до того, что чуть ли не через постель будет вами манипулировать, просто чтобы добиться своих целей. Исключительно обман. Она может рассказывать, да, вот всякие сказки. Вариантов будет очень много, но, как вы сами видите, это все будет ради денег. То есть, если по-простому, ребят, вот кому будет подкатывать бывшая, ну, либо же уже кому-то подкатила, уже у кого-то может проиграться, что и ваш Бобик уже там побывал у нее в будочке, да, у бывшей. То есть, это будет касаться особенно тех, кто... но еще не потерял надежду все вернуть. Я знаю, что среди вас тоже такие есть. Будьте осторожны, потому что ну, вы поведетесь на все вот эти ее такие слащавые речи, на то, что она не может жить без вас, на то, что она хочет помириться, и давай начнем сначала. Но вот эти вот сказки подобные, да, исключительно ради денег. Но это вот очень четко эта карта у нас показывает, да. Это карта, которая, знаете, она одна пишет коротко ситуацию, что хочет ваша бывшая. Денежек, чтобы вы так, знаете, как спонсор просто отстегивали зелень, там, ну, либо же не только зелень. И она будет счастлива. Причем она может быть даже согласиться на роль любовницы. Вот если кто из вас так рогом упрется, да, вот что не хочу я к ней возвращаться, там я обиженный, она может так сманипулировать, что вы, ну, как бы любовниками станете. Когда-то были, может быть, семьей, да, парой, а сейчас будете просто любовниками, но она будет так это все обставлять, что вы еще и будете ей денежку давать, да, она опять включит бедную овечку, какая она бедная несчастная, то она заболела, приболела, то еще что-то, понимаете? Поэтому, ребят, будьте бдительны, с вашей бывшей очень будьте бдительны, причем она вот может вам рассказывать про светлое совместное будущее. Вот именно давай попробуем вернуть, да, хоть что-нибудь, как в песне. Не ведитесь ни через постель, ни через каких бобиков, да. Бобика садите на цепь, и пусть он лучше к ней не ходит. Потому что вы знаете, что у кого-то из вас однозначно вот проиграется. Она, ну, довольно такая страстная, темпераментная, она любительница интима. И она этим может вас еще к себе немножечко притянуть. Я понимаю, что сейчас могут кто-то написать, что да нет, да чтобы я, да с бывшей, да никогда. Но она у вас такая коварная обольстительница, поверьте мне, ребят. Вот она может, ну, такие сказки вам рассказать, она может так все обставить, ну, что вы оглянуться не успеете, как снова начнете с ней общаться. Это ведь не делается так, что вот сразу же прыгнули в койку и все. Это ведь потихонечку, да, она будет прощупывать, она может сначала там какие-то «привет, как дела», какие-то смайлики, открыточки, да, ну, как обычно это делается, прощупывать ваше настроение, и потом потихонечку такая вот, как паучиха плетет свои сети,
Она, конечно же, уже такой план построила по захвату вас. Будьте бдительны, ребят, потому что это, ну, вранье будет. Вранье стопроцентно. Ей всего лишь нужны деньги. Ну и, конечно же, и от интима она не прочь, да, вот она не откажется от интима, как говорится, как в старые добрые времена. Еще какой момент, кто еще вас может обманывать? Смотрите, ребят, опять же, смотрите, кому что подходит, переворачивайте под себя. Мне показывают ситуацию, что это могут быть даже какие-то, ну, родственные отношения. Это может быть проблема дележки наследства. Допустим, у кого-то из вас, да, ушли родители, но остались там братья, сестры. Дележка наследства. Хочется побольше урвать этого самого наследства, да? Ваши родственники хотят получить большую часть, ну, денег там, либо же дома, если вы делите, еще что-то, да, вот они будут пытаться так это все обставить, конечно же, не самостоятельно, а с помощью, может быть, даже юридических лиц. Ну, то есть здесь вам нужно быть осторожным, бдительным. Вот знаете, очень обидно, когда бывают такие родственники, что, ну, казалось бы, чужие люди, и то, наверное, лучше относятся, правда? Напишите, у кого так проигрывается такая ситуация. Будьте бдительны. Теперь еще мне показывает, знаете, еще от кого может быть обман? Это женщина, которая сейчас может быть даже рядом с вами. Но это касается токсичных отношений, ребят. Потому что не забываем про общий расклад, да. Это женщина, которая может сейчас с вами проживать под одной крышей, но это такая иллюзия отношений, это иллюзия любви, это иллюзия семьи. Ну и как вы сами видите, снова наша распрекрасная, да, вот карта, которая только что вот выпадала. Только там было на бывшую, а здесь на теперешнюю женщину, с которой вы живете. Ребят, только не путайте, это не новая женщина, это не про новые отношения, это именно токсичные. Женщина с вами пребывает в отношениях, ну, в этих мнимых, да, только исключительно ради каких-то денег. Может быть, вы квартиру оплачиваете, может быть, там, я не знаю, детям кружки оплачиваете, ей даете, там, продукты оплачиваете. Ну, то есть много вариантов может быть. Деньги, деньги, еще раз деньги. Она может, кстати, играть в такую заботливую, потому что она прекрасно понимает, если начнутся похолодания в отношениях, еще большее похолодание, да, вы лишите ее каких-то финансов, либо же урежете. Поэтому, опять же, она периодически может с вами играть в любовь. Но, опять же, это такая, знаете, вот финансово зависимая любовь. Это просто артистизм, это спектакль. Я еще раз говорю, что это речь идет о тех, кто живут давно, давненечко, и причем между вами отношения уже портятся. Но она очень боится, что они испортятся окончательно и бесповоротно, и тогда она останется снова у разбитого корыта. Так, еще давайте посмотрим, может быть, еще один вариант, да, кому что подходит. Смотрите, ребят, это касается, скорее всего, ну, те, кто с армией связан, с формой, да, вы сейчас многие находитесь там, где горячо, я это знаю. Я вам скажу, что у вас там тоже трешняк свой, конечно, вы там, бедные, до такой степени страдаете, переживаете, и, кстати, берегите себя, может быть опасная ситуация, но это так, к слову, да, потому что я вижу это. У вас обман, ну, на уровне, я бы сказала, высшего начальства, может быть, на уровне финансов, да, вот могут специально какие-то, ну, дерибаны, да, вот какую-то премию своим давать, а другим мы немножко попридержим, да, либо же туда, где горячо, отправить кого-то, кто попроще, кто победнее, да, кто не сможет там какие-то тугрики дать, да. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, я не буду слишком много в эфире об этом говорить. То есть здесь идет обман, да, могут посылать туда, куда, в принципе, посылать не нужно, там, где опасно, но они будут посылать простых, кто никакие денежки не даст, да,
Вы понимаете, о чем я говорю. Я очень так деликатно пытаюсь вам намекнуть. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. Прикусите свой язык, ребят. Я вижу, что вы многие такие вот, именно кто с армией связан, ну такие правдолюбы, правдоборцы, вы такие, ну борцы за справедливость. Смотрите, чтобы это не вышло вам боком. Лучше молчите. Вот именно вы молчите, потому что вы и так находитесь, ну постоянно там, где горячо и опасно. Вы понимаете, о чем я говорю. Мы очень часто с вами общаемся, и на личных раскладах я всегда, чем могу, помогу вам. Но, тем не менее, лучше промолчите. Живее будете, как говорится. Я думаю, посыл вы поняли, ребят. Потому что там трешняк. Вот именно там, ну там такой дерибан идет, извините. Поэтому вот вам как никогда нужно быть осторожными и обходить стороной вот эти все сплетни, склоки, конфликты. Потому что если вляпаетесь в какой-то конфликт, ну себе же дороже, вы понимаете. Могут выписать просто билет в один конец. Это все страшно, это все печально. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот те, кто открывает рот, как правило, билет в один конец. Поэтому сидим, ничего не вижу, ничего не слышу. Да, ни в какие конфликты не влезаем. Я миллион раз вам это повторяю. И берегите себя, ребят, потому что будет горячо. Будет очень-очень горячо и опасно. Поэтому вот такой был расклад сегодня, ребят. Кому что подходит, вы под себя подстраивайте, да, вот. Не забываем подписываться, ставить лайки, кому понравился расклад. И всем пока!